Ребята, всем привет! С вами Роман, и вы смотрите канал Видеолепка. Сегодня 9 мая, День Победы, и я вас всех поздравляю с этим праздником. А лепить сегодня я буду легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Друзья, если вам нравится наш канал, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Для того, чтобы было проще лепить, я распечатал себе вот такой чертеж танка Т-34-85. Буду лепить танк по этим размерам. В этот раз в качестве материала для лепки буду использовать вот такой скульптурный пластилин темно-оливкового цвета. Также мне понадобится линейка для того, чтобы переносить размеры танка со схемы на фигурку. Ну и конечно же для лепки мне понадобятся вот такие инструменты. Лепку танка я начну с корпуса. Буду брать размер нужной детали с чертежа и переносить его на пластилин. И при помощи скальпеля вырезать все детали. Советский танк Т-34 по праву считается оружием победы. Появление советского Т-34 было вызвано необходимостью танка, оснащенного противоснарядной броней, мощным двигателем и вооружением, что прекрасно осознавало руководство советской страны в конце 30-х годов прошлого века. История рождения на свет Т-34 интересна и сложна. О ней написано немало книг. Если говорить коротко, то танк, известный всему миру как Т-34, был принят на вооружение 19 декабря 1939 года. В 1940 году началось серийное производство этой машины. К началу войны с гитлеровской Германией СССР имел 1225 Т-34, из них более 900 в западных округах. Т-34 изначально задумывался как средний танк с противоснарядным бронированием и мощным орудием, способным пробить броню любого танка. Сказать, что появление Т-34 стало для гитлеровцев большим сюрпризом, это значит не сказать ничего. Русский танк превосходил все, что имел на то время вермахт. Ни одно из немецких противотанковых орудий не пробивало лобовую броню русского танка. Для борьбы с ним приходилось использовать зенитную 88 мм пушку. Не могли пробить броню 34-ки и немецкие танки, а 76 мм пушка советского танка крушила броню любой немецкой бронированной машины. Тем не менее, еще в ноябре-декабре 1940 года, во время испытаний первых серийных машин Т-34, было отмечено множество недостатков этого танка. В первую очередь отмечали тесноту и неудобство боевого отделения. Танк Т-34 страдал также слепотой, то есть имел очень плохой обзор. Приборы наблюдения и прицелы танка были низкого качества и неудобно расположены. К вопросу модернизации Т-34 вернулись уже в 1942 году, имея за плечами опыт практического использования танка. Тем более, что немцы доработали свой основной танк ПЗ-4. На нем была установлена 75 мм длинноствольная пушка и серьезно усилена броневая защита. Кроме того, в 1943 году Германия начала серийно выпускать средние и тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», имевшие серьезное бронирование, значительную огневую мощь и во многом превосходивший советский танк. Советские танки должны были приблизиться на минимальное расстояние к немецким машинам, и только в этом случае пушка 34-ки имела шанс пробить броню «Пантеры» или «Тигра». Стало очевидным, что Т-34 срочно нуждается в модернизации, причем довольно глубокой. Именно таким модернизированным вариантом стала модель Т-34-85, в которой был применен целый ряд новшеств, существенно повысив технические характеристики машины. В первую очередь был устранен главный недостаток Т-34 предыдущих модификаций – теснота башни. Из-за этого экипаж предыдущих моделей Т-34 состоял из 4 человек, и командир танка выполнял и функции стрелка-наводчика. Был улучшен обзор изнутри машины. Т-34-85 получил новую башню, внутри которой смогли поместиться уже 3 танкиста. Ее эргономика стала более удобной. Башня танка Т-34-85 была увеличена в том числе и за счет расширения башенного погона. Но при этом ни в корпус, ни в саму компоновку танка существенных изменений внесено не было. Вес танка увеличился до 32 тонн. На него была установлена пушка С-53 калибром 85 мм
что позволило модернизированной 34-ке успешно сражаться с новыми немецкими танками. После того, как на вооружение был принят Т-34-85, все более ранние модели этого танка получили обозначение Т-34-76. Компоновка новой машины не имела принципиальных отличий от предшественников. Было усилено бронирование, что увеличило вес танка. На крыше башни появилась командирская башенка цилиндрической формы. Экипаж получил более совершенные приборы наблюдения, которые давали улучшенный обзор. Т-34-85 появился на фронте в начале 1944 года. Машина прошла все крупные сражения 1944-45 годов и принимала участие в войне с Японией. Несмотря на некоторые недостатки, танк Т-34-85 является наиболее совершенной модификацией прославленной 34-ки. Именно этот танк стал символом победы. Он имел отличную маневренность, достойную броневую защиту, и его мощная пушка позволяла постоять за себя в бою. Кроме того, танк отличался несложной конструкцией, был дешев в изготовлении и обладал отличной ремонтопригодностью. Это была история танка Т-34, ну а мы продолжаем лепку. Итак, ребята, вот такой танк у меня сегодня получился. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, поддержите наш канал. Также будет очень круто, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях. А в комментариях можете написать, кого нам еще слепить. Далее, как обычно, будут приветики от нашего котика Вилли и фотографии ваших поделок из пластилина, которые вы присылаете в нашу группу ВКонтакте. Приветы от меня сегодня получают Таня Ненашева, Екатерина Писанова и Глеба Смолыков. Ребята, передаю вам огромный привет. На этом мы с вами прощаемся. Еще раз поздравляем всех вас с праздником Победы и желаем отличного настроения. До скорой встречи!